Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим «Любовь или игра». Что он чувствует вообще к тебе? И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Про проживание арканов вы все знаете уже. И давайте начнем. Единички. Карты читаем парно. И первое для сигнификации, что сейчас между вами. А между вами сейчас он, он сейчас к тебе на всех парах несется. Он какое-то кардинальное решение принял и теперь действует вообще быстро и жестко. Звонит каждый день, пишет сообщения длинные, встреч требует. Ему нужен результат прямо сейчас, и он не собирается ждать и тянуть время. И вот это его самого пугает, потому что он раньше так не поступал никогда и ни с кем. Но знаешь, в чем дело? Он очень злится на себя за прошлые отношения. У него недавно закончилась какие-то длительные отношения, и он чувствует, что он потерял много времени зря. Та девушка, она его использовала, а он этого не понимал, и теперь он боится повторить ту же самую ошибку с тобой. Поэтому он действует так агрессивно, хочет он быстро понять, стоишь ли ты его времени или нет. И сейчас между вами напряжение. Он на тебя давит своей активностью, а ты не знаешь, как на это реагировать. Тебе кажется, что он торопится слишком быстро. Но знаешь, на самом деле он просто боится снова попасть в ловушку. Он как думает? Лучше сразу выяснить, все на свете, чем потом годами строить отношения, которые никуда не приведут. Поэтому он ведет себя как танк. То есть прет напролом, сметая все эти препятствия и заборы на своем пути. Любит он тебя или играет, но он в тебя реально влюблен. Но это не зрелая любовь взрослого мужчины. Нет, это влюбленность, мальчишки молодого. Он тебя изучает как книжку интересную. Каждый день что-то новое открывает и удивляется. И ему нравится, как ты говоришь, как ты смеешься, как ты злишься. Вообще все. И он запоминает каждую мелочь о тебе, а потом об этом думает. Знаешь, проблема в том, что он завис в своих чувствах. Он понять не может, что с ним происходит. Раньше для него женщины, они, простыми были. Встретился, переспал, разошлись. А с тобой по-другому, потому что ты юный пират и, переспать не торопишься. И у него включается что? Уже не писюлькина свобода, а он хочет узнать тебя как личность, а не только как тело. И это его смущает и одновременно пугает. И он постоянно анализирует ваше общение. После каждой встречи он сидит и думает, а что она имела в виду, когда сказала вот это и вот это. А почему она так посмотрела? А правильно ли я поступил? Твоя стратегия не давать ему компота сразу, она выигрышная. Потому что, как с мужчинами, если ты сразу доступна, то компот максимум на 1 год, а потом он убегает, утекает и так далее. А у тебя стратегия компот потом когда-нибудь, я хочу узнать человека. И у него вся кровь от писюльки в мозг ударилась и в сердце. Если для тебя это было открытием, то я тебе скажу, чем больше ты, как говорится, не допускаешь к телу, тем интересней ты становишься мужчине. Чем быстрее, тем менее интересно.
И у него кровь отлила оттуда, да, из причинного места, и в голову, и в сердце. И вот он начал тебя анализировать, изучать. Понимаешь? А следующий шаг он не может сделать, потому что боится ошибиться. Хочет быть уверенным на 100%, потому что твоя стратегия, она сковырнула вот это все. Понимаешь? Потому что раньше он тебя рассматривал компот, а там посмотрим. А теперь уже нет, не только компот. Каково ваше с ним совместное будущее? Ну, знаешь, у вас период будет, когда ты станешь главной в отношениях. Он поймет, что ты сильнее его психологически и начнет на тебя равняться. Будет спрашивать там мнение твое там по всем важным вопросам, твои советы слушать. Ты для него станешь маяком в жизни, понимаешь? Но не потому, что он слабый, нет, а потому, что он признает твою мудрость. И он превратится в твоего вот этого, как сказать, не верного оруженосца, а вот верного защитника. Он перестанет сомневаться, перестанет метаться, станет активным, станет целеустремленным и будет решать ваши общие проблемы быстро и эффективно. Кто-то тебя обидел, он сразу разберется. Нужно что-то там организовать, он все на себя возьмет. Он, знаешь, он найдет свое место рядом с тобой, как твой надежный партнер, а не вот этот перекати поле, каким он раньше был, с другими. Если он тебе говорит, что ты у него там максимум вторая, это он, как сказать без мата, врет. Ваши отношения, они, знаешь, будут как строиться. По принципу ты думаешь, а он дел. То есть ты голова, а он руки. Ты вот, как сказать, рассказываешь ему стратегию, да, а он воплощает ее в жизнь. Но ни в коем случае это не значит, что он твоим слугой будет. Нет, просто он поймет, что вот вместе вы можете гораздо больше, чем каждый по отдельности. И что твои вот эти женские качества, они отлично дополняют его мужские. Вы будете, знаешь, очень активной парой. Постоянно куда-то ездить, чего-то добиваться, чего-то придумывать. Он тебе энергию даст для воплощения идей твоих, а ты ему направление для его энергии, понимаешь? И самое главное, он потом перестанет тебя анализировать и начнет просто любить и наслаждаться отношениями. Больше никак по-другому. Твоя стратегия, то, что компот не в первый день, да, грубо говоря, компот даже не в первый месяц, она выигрышная. Ну, с вами все понятно, давайте двоечек посмотрим. Двоечки. Читаем карты парно. Первые две карты сигнификация. Что сейчас между вами? Между вами, знаешь, вот этот мужчина твой, он от своего прошлого бежит прямо к тебе. Я не знаю по-другому, как сказать. У него закончились тяжелые отношения, где его использовали как дойную корову. Бывшая постоянно требовала деньги, подарки, внимание, а сама вообще ничего взамен не давала. И он просто понял, что его просто доят. Поэтому собрал, как говорится, вещи и от нее съехал. Но знаешь, проблема в том, что он тебе не рассказывает всю правду об этой истории. Когда ты спрашиваешь про бывшую, он говорит тебе типа: «А ничего особенного, просто там характерами не сошлись». На самом деле у него там был полный кошмар. Он, знаешь, он стыдится того, что так долго терпел такое отношение к себе. Думает, что ты его там скажешь слабак, тряпка и вот это вот все. И сейчас он очень осторожно с тобой общается. Он постоянно анализирует, а не такая ли ты, как та. Не пытаешься ли ты его использовать. Поэтому ведет он иногда немного, как сказать, вот странненько, отстраненно.
Не потому, что ты ему не нравишься, нет, потому что боится снова попасть в такую же яму. И вот каждый твой жест, каждую просьбу он пропускает через вот этот фильтр подозрительности. И что самое плохое, он тебя с бывшей постоянно сравнивает. Ты что-то просишь, он думает, вот, началось как стой. Ты предлагаешь куда-нибудь сходить, он сразу подозревает подвох. И вот эта постоянная проверка внутренняя, она портит ваше общение сейчас. Любит он тебя или играет? Нет, он не играет, но и не любит пока что. У него, знаешь, у него сейчас в голове каша от вот этих всех чувств. Вот, как сказать, раньше как было, да? Встретил, понравилось, начали встречаться. А теперь вот у него, знаешь, каждая эмоция вызывает панику. Почувствовал к тебе нежность, сразу думает, опять я как дурак влюбляюсь. Он, знаешь, он на себя взвалил огромную ответственность за ваши отношения. Думает, что должен все наперед просчитать, все предугадать, все подводные камни, как говорится, найти. И защитить и себя, и тебя, и вообще всех от вот этих разочарований. А это невозможно. И вот от этого груза ответственности он вообще перестал чувствовать нормально. Сейчас он в себя ушел и думает, что, как сказать, плюсы и минусы ваших отношений взвешивает. Понимаешь, он все свои чувства сейчас рассматривает под микроскопом. Списки составляет, что хорошо, что плохо, о чем он больше думает, там и так далее и тому подобное. И вот чем больше он думает, тем больше он запутывается. Потому что, любовь же анализу у нас не поддается, а он пытается все по полочкам разложить. И вот знаешь, в чем прикол? Он так боится повторить ошибку с бывшей, что даже не замечать, что ты совсем другая. Ты от него денег не требуешь, ультразвук не включаешь, вот эти истерики ультразвучные. Не пытаешься управлять им. Но он настолько ушел в свои страхи, что просто не видит реальности. Сидит в своей берлоге и мучается вот этими никому не нужными вопросами, вместо того, чтобы просто, как говорится, жить и просто чувствовать. Какое совместное будущее? У вас с ним будет как говорится-то, родственная душа. То есть между вами будет сильная связь эмоциональная. Он в скором времени перестанет бояться своих чувств и тебе полностью откроется. И это будет, знаешь, настоящая близость. Не вот эти чих-пых и давай по домам разбежаемся, а знаешь, когда можно сказать друг другу все что угодно и не боясь что над тобой посмеются. Вы станете, как сказать, лучшими друзьями, которые еще и спят в одной кровати. Примерно так. Но при этом он станет очень жадным к тебе. Но не в плане денег, а в плане внимания и времени. Ему будет мало того времени, что вы проводите вместе. Он захочет знать, где ты там, с кем ты, что ты делаешь, будет ревновать к твоим подругам, даже к работе будет. В общем, ко всему, что отнимает у него время с тобой, будет ревновать. Он, знаешь, он в домоседа превратится, который хочет все время быть с тобой рядом дома. Забудет про друзей, про хобби, про рыбалку забудет даже. Для него будешь существовать только ты. И это поначалу будет тебе льстить, а потом, конечно, начнет напрягать. Это сейчас ты скажешь: ой, я хочу такого, ой, классно как. Нифига. Ты потом поймешь, что он цепляется за тебя, как утопающий за за соломинку. Понимаешь? И ваши отношения нестабильными будут, но немного душными. Он прям будет оберегать тебя от всего мира. Создаст вокруг этот кокон безопасности. Никаких неожиданностей, никаких рисков, никаких экспериментов. Просто вы двое в одном уютном мирке, где ничего не может пойти не так. И ты это оценишь поначалу, но после прошлых токсичных отношений, знаешь, захочешь больше свободы и воздуха.
Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Первые две карты сигнификация, все карты парные читаем. Что сейчас между вами? Ну, у него, знаешь, у него сейчас полный кошмар в жизни. Он дерется за свои интересы по всем фронтам. На работе. На работе его уволить хотят, с бывшей женой он за алименты судится, родители давят, чтобы он женился на тебе. Он прям буквально разрывается между всеми вот этими проблемами, и он уже на грани нервного срыва. И что самое ужасное, он изо всех сил пытается казаться перед тобой таким сильным, хорошим, успешным. Когда Когда встречается с тобой, то вид делает, что все классно. Анекдоты, возможно, рассказывает, улыбается, подарочки покупает, а сам внутри он просто умирает от усталости и от стресса. Ему кажется, что если ты узнаешь всю правду о его проблемах, то сразу от него убежишь. Поэтому между вами сейчас полная фальшь. Он, знаешь, он роль играет успешного мачо такого, и ты прекрасно чувствуешь, что что-то не так, но ты не можешь понять, что именно. Ты чувствуешь и напряжение его, и видишь, что он быстро там устает, замечаешь, что у него глаз дергается от нервов. Но когда ты спрашиваешь, он отмахивается и говорит, что все нормально. И эта ложь, она разрушает вашу близость. Он расслабиться не может рядом с тобой, потому что он тратит всю энергию на поддержание вот этого образа. А ты помочь ему не можешь, потому что ты не знаешь, в чем проблема. И чем дольше он молчит, тем больше между вами вот эта стена недопонимания растет. Любит он тебя или играет? Любит, а тут не нужно даже ничего трактовать. Ты для него, знаешь, вот это, как сказать, светлое пятно, которое помогает выжить в этом аду. Ой, светлое пятно, этот, как называется-то, свет в конце тоннеля. Понимаешь? И когда ему совсем плохо, он думает о том, что вот, как сказать, как мы с ней встретимся, как она улыбается, и становится легче от этого. То есть ты ему даешь силы бороться дальше, потому что он знает, что есть ради кого стараться. Но тут есть подвох. Он, знаешь, он любит проводить с тобой время именно потому, что с тобой может забыть о своих проблемах. Там в кафе идете, там о ерунде болтаете, смеетесь, и он просто отдыхает душой. Для него ты антидепрессант вот в человеческом обличии. И рядом с тобой он снова чувствует себя живым. Еще он, знаешь, очень серьезно к тебе относится. Он не просто развлекается, нет. Он думает и про совместное будущее. И вот, знаешь, в его голове уже есть планы, где вы жить будете, как вы там быт устроите, сколько детей заведете. Он в тебе жену же видит, а не очередную, как говорится, дамочку. Поэтому и скрывает свои проблемы. Боится, что вот эти проблемы, как сказать, помешают вашим планам. И знаешь, что он готов ради тебя решить все свои дела. До встречи с тобой он мог годами тянуть с этим разводом, терпеть хамство там на работе и жить как придется, даже носки раскидывает. А теперь взялся за все всерьез, потому что он понимает, что нужно расчистить вот эти завалы в жизни, чтобы освободить место для отношений с тобой. С ним совместное будущее какое, ну тут понятно, да? Полная неопределенность. Он тебе расскажет всю правду про свои проблемы, и ты просто, вот, как сказать, охренеешь от масштабов бедствия. Ты поймешь, что встречаешься не с успешным мужиком, а с человеком, у которого вся жизнь рушится. И тебе придется решать, готовы ли ты проходить через вот это вместе с ним. А он будет метаться между вот этими надеждой и отчаянием.
То думать, что ты его бросишь, как только правду узнаешь, то надеяться, что поможешь ему все уладить, и вот так будет, как сказать, на этой качельке кататься эмоционально. И это все будет сводить его с ума, потому что он привык все контролировать, а тут от него, как сказать, ничего же не зависит. Ты тоже растеряешься. С одной стороны, его жалко, да, видишь, что он хороший мужик, просто попал вот и в эти передряги. А с другой стороны, страшно будет связывать свою жизнь с кем-то, кто по уши в проблемах. И будешь советоваться и с подругами, и знаки судьбы искать, и пытаться понять свои чувства. Но знаешь, я тебя успокою, потом все устаканится. Вы вместе разгребете все вот эти завалы, и в вашей жизни будет полная гармония. Он сможет расслабиться, сможет быть с тобой. Понимаешь, вот он сейчас как наполовину с тобой. Хочет с тобой быть, но в голове вот эти проблемы, и он полностью будет с тобой. А ты поймешь, что не зря в него поверила. Ваши отношения, они будут крепкими, потому что вы прошли проверку на прочность. И он будет тебе бесконечно благодарен за то, что ты не убежала в трудный момент, а поддержала его. Понимаешь? Ну, вас так, больше никак. Обязательно подписывайся на канал, жмякни на колокольчик и приходи в проживание арканов. Это только для тех, кто может себе позволить поменять жизнь. И помни, что дед всегда рядом.